Доброго времени суток! Добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за поддержку канала, за ваши лайки, подписки, комментарии. Благодарю. Тема сегодняшнего расклада. Твой тайный поклонник. Кто он и, собственно, какие эмоции он испытывает. Для начала, девочки, делаю вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете, значит, есть смысл смотреть до конца. Один вариант. Итак. Какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Звезда в клетке. Ладно. Так. Клетка — это у нас ограничения, девочки. У кого-то страхи, родовые программки, у кого-то опыт печальный, накопленный уже, да, соответственно, который давит каким-то грузом, и где-то здравый смысл, типа а-ля здравый смысл, да, шепчет в ушко и говорит: ну, может, не будем рисковать, может быть, в нашей зоне комфортно, нам тепло и комфортно, опять-таки. Так, ладно, по звезде характеристика на вас талантливая, с интеллектом все в порядке, выше среднего, привлекательная внешность, у кого-то видение себя, может быть, у вас призвание, идете за какой-то своей там, за своей звездой, за своей мечтой идете. Почему-то мне вот, если прям так мы считываем, то опять-таки вот эти какие-то ограничения у кого-то, ну, может быть, даже элементарно проблемы со здоровьем, да, не дают вам достичь желаемого. У кого-то ограничения, ну, финансовые могут быть, у кого-то ментальные эти установочки какие-то, которые не могут, вы не можете, допустим, выйти из какой-то как из какого-то замкнутого круга, да, может быть, как-то за рамки границы уже как будто бы выйти тоже не можете. Тут вот такое вот что-то, установочки эти вот. И достичь желаемого, то, о чем вы мечтаете, тут кто-то по звезде это мечтает о чем-то, идет к этой мечте. Вот, ну, достигнуть пока не может. Из этого тут как слезки, как ребенок какой-то вот, плачет, расстроенный. Сама по себе очень яркая, харизматичная, тут как райская птица. Эта карта читается муза, яркая, вдохновляющая. То есть где-то на вас обращают внимание. И не только мужчины, но и женщины. Где-то берут с вас пример. Талантливые по этой карте тоже проходят девочки. Ну, уж не знаю, как я по-другому могу это прочесть, но тут очень много каких-то, знаете, не хочу прямо так говорить, тут депрессия, да, и карта родовое дерево. То есть это каким-то образом связано с вашими родными, близкими. У кого-то огорчение, у кого-то, может быть, с родными, близкими проблемы тоже. Ну, как будто вас расстраивают какое-то положение дел. Вот, и, в общем, это касается почему-то ваших близких, родных. Может быть, кто-то не находит язык там с детками. Опять-таки, это же родовое дерево. Сюда же. Ну, давайте я посмотрю, о чем это более конкретно. О чем эта карта? Депрессия, родовое дерево. Карта друзья. Что? Холод. Ну, давайте так. Тут карта собака, это друзья. Ну, это карта друзей, да, называется. И карта воздуха, охлаждение. То есть вам бы как минимум хотелось бы более доверительных каких-то откровенных каких-то отношений. Может быть, поддержки, внимания больше. Мне так кажется, что вам хотелось бы со стороны ваших этих близких по родовому дереву. Это самые близкие люди. Вам бы хотелось с их стороны какого-то, может быть, большего участия. Опять-таки, заботы, поддержки. Мне так идет. Ну, вообще, характеристика спрашивают. Конкретно мне эта карта не давала покоя. Тут карта депрессия. Тут я доложила на вас больше. Карта иллюзия и душевной муки. Это, знаете, точно вот фразу можно по этим двум картам прочесть. Не стоит очаровываться для того, чтобы потом не пришлось разочаровываться, да? Как будто бы
Где-то, может быть, вы, ну, как мир видите более иллюзорным, не таким, каким он является. Не видите реальных, может, проявлений людей, их мотивов не считываете. Поэтому потом идет болезненное разочарование, эти душевные муки. И тут такие своеобразные душевные муки. Карта такая, да, видите, девушка, у нее завязаны эти глаза. И иллюзия, это тоже своего рода розовые очечки, да, когда одевают, и мы не видим мир, ну, в реальных. Тут как будто бы вот почему-то, может, вы наделяете людей какими-то характеристиками положительными, вполне возможно, теми, которыми они не обладают этими качествами. Или можете как-то, ну, то ли слишком доверчивыми где-то быть, ну, или как-то свою картинку этого мира вы рисуете, а потом все как-то так все оборачивается. И может быть, точки над «и» своего рода как расставляются, и вы смотрите и думаете: боже мой, какой я была наивной дурочкой, как я могла как-то верить этому всему, как я могла даже, ну, как-то, не знаю, кому-то доверять, где-то как-то обольщаться. У кого-то так проходит. Ну, это опыт, девочки, ничего с этим не поделаешь. Тут показано мне разбитое сердечко. Чего не поделаешь, но по факту у многих разбитое сердце, разбитые мечты, ожидания. Те же иллюзии, да, скажем так. Несбывшиеся какие-то мечты. Опять у кого-то я его слепила из того, что было. Потом то, что было, то и полюбила. У кого-то это вообще желание просто любить. И где-то, может быть, вы даете сами для себя желаемое за действительное. Тоже такое может быть. Это может срабатывать в отношении друзей, подруг. Опять-таки вы вкладываете одно понятие в дружбу, поддержку, элементарную коммуникацию. Потом уже сталкиваться с тем, что, ну, так, как минимум, ощущение того, что где-то кто-то пытается вас использовать, пока вы удобны, пока с вами и дружат. А когда шаг вправо, шаг влево, могут отворачиваться, да. При этом сами просят, требуют многие поддержки этой. Подпишись на канал и поставь лайк. Не стесняйся. Так, давайте смотрим, да, кто ваш тайный поклонник и, собственно, какие эмоции он к вам испытывает. Кто этот ваш тайный поклонник? Какие эмоции он к вам испытывает? Кто ваш тайный поклонник? Какие эмоции он испытывает к вам? Кто ваш тайный поклонник? И какие эмоции он к вам испытывает? Ваш тайный поклонник. Кто он? Какие эмоции испытывает к вам? Иногда бывает от любви до ненависти один шаг. Это так очень часто, кстати, бывает. Так, ваш тайный поклонник, кто он? Кто он, ваш тайный поклонник? Какие эмоции он испытывает к вам, в вашу сторону? Что там, как проявляется? Нет, проявляется, это другой же вопрос. Итак, кто он, ваш тайный поклонник? Прямых смотрим. Так, ваш тайный поклонник по карте господин, знаете, такой мужчина, как минимум о себе высокого довольно-таки мнения, может быть, уже реализовавшийся в социуме, да, какой-то вес имеет, положение в социуме, там, в том числе материальное. Так, господин. Ну, такое, могут быть такие замашки, знаете, как будто бы человек
где-то в чем-то ощущает свое, не знаю, как это, преимущество, да, в чем-то над другими людьми. Вот, в принципе, как будто бы он может чем-то типа выгодно. Почему говорю типа? Потому что это же все такое, сугубо субъективно, да. Ему кажется, допустим, что он имеет право там претендовать на что-либо, а другие, может быть, не в той же мере. То есть какая-то исключительность, эксклюзивность такая. Вот это вот почему-то мне так искать. Вот этого мужчины, он себя так несет. Так, тут так странные такие карты. Отчасти это может быть даже, оправданно, если можно так сказать. Карта слон. Тут он действительно может заботиться о ком-то, о чем-то. Это начиная там от своей семьи материально, да, если он привык спонсировать, да, материально. Или же там какая-то, допустим, у него маленькая своя империя, уж не знаю, там какая-нибудь фирма, производство чего-либо. Такое мне как будто бы вот идет. Как будто бы он действительно может обладать там властью, статусом, положением каким-то, вот так. Так. Какой он мужчина? Тут так интересно. Мужчина, который какие-то как плетет, не знаю, как вот этот, как сети, не сети, но тут паучок какой-то, который старается, может быть, заботиться о своей стабильности, прикладывает усилия. Но тут такой подтекст тоже, девочки, по этим картам. Как будто он даже может расставлять в то же время и как ловушечки такие, для того, чтобы нужные люди в эти попадали сети, запутались там в этих сетях. Подпишись на канал и поставь лайк. Так, девочки, хочу доложить сразу. Сети эти, паук этот, который тут заполучил в свои сети какую-то он мушку такую. Так, это он, паук, который сети. Карма. Давай. Тут, похоже, женщина, на вас падали эти карты, иллюзия. Как будто бы кармический партнер. Вы его, он ваш. Да, скорее всего. Иллюзии. Вы женщина, которая в плену этих иллюзий, может быть, влюбленности какой-то, или видит его, как искажение какое-то. Вы видите его одним, на самом деле он совершенно другой, этот мужчина. Такое тоже может быть. Кармические партнеры, тут карма вышла. Это вполне возможно, вы заставляете этого мужчину посмотреть на этот мир по-другому. Во взаимодействии с вами, в коммуникациях с вами у него рождается новое видение, опять-таки, отношений мужчины и женщины. Может быть, он где-то изменит свое мнение, где-то даже на самого себя посмотрит по-другому. Уже это происходит, девочки. Так, мужчина, который, кстати, вот тут эти карты, такое странное сочетание, который очень настороженно относится, не верит, скорее всего, уже обжегся, может, обжегшись на выражение, обжегшись на молоке дуем на воду, к каким-то проявлениям. Тут карта мораль, честность, вот это вот раскрытые ладони. Скорее всего, даже если он встречает таких людей, он им уже не верит, он скорее ищет какой-то подвох. Даже если где-то вы можете поразить его в самое сердце, вы или кто-либо другой, и он увидит, там столкнется с какими-то проявлениями вот такой вот какой-то чистоты, честности, открытости, доброты, вот такой какой-то. Нет, он скорее 1000 раз будет перепроверять, как будто бы, не доверяет человек. Может быть, уже, не может быть, а 100%, наверное, уже его обманывали и вот прикидывались вот, в обличии вот такой морали, добродетели, вот кто-то мог причинить ему боль и пытаться его использовать. Вполне возможно, даже уже использовали. Именно поэтому человек вот на поготове держит вот этот какой-то тесак, нож, я уж не знаю, что это такое, какой-то мачете, я не знаю, как это правильно, это орудие. И он такой, как будто бы, ему проще обороняться, ему проще не верить, чем потом болезненно расхлебывать какую-то историю, да, в которую он может угодить. Так,
Дельфин подарок. Радуга, ух тышка. Тут как будто бы он мог бы даже девочки подвлюбиться, и вот как будто бы что-то новое, прекрасное в его жизнь могло войти. Карта Дельфин, подарок, это связано с какой-то жезловой королевой. Женщина, которая, ну, всем хороша, скажем так, привлекательна, сексуальна, энергетически наполнена, ведьмочка, ведающая по этим картам очень часто, ну, в классике это жезловая королева, это королева, которая на троне сидит, и рядом черная кошечка, то есть уже обладающая какими-то знаниями, способностями, увлекается эзотерикой, может, психологией. Ну, тут, я же говорю, энергетически наполненная женщина. Так вот, он как этот человек, мы на него смотрим, а тут он мне показывает, что он, в принципе, он мог как будто связывать свои какие-то самые заветные, там, уже не знаю, мечты, ожидания, и воспринимать эту женщину как подарок небес, вот эту. И тут такое ощущение, как будто бы он, может быть, ну, открылся, не открылся, ну, как, по крайней мере, как глоток свежего воздуха для него встреча с этой женщиной была. И ощущение, что она могла закрыть его все потребности, тут какие-то прям радужные, ну, как ребенок, знаете, искренен, честный. И вот тут как будто бы ожидание его, вот как вот этого ребенка, вполне возможно, эта женщина могла закрыть эмоционально-чувственные эти потребности, по крайней мере. Тут карта тупик, почему-то это ни к чему не привело. И тут показано дальше, ну, мы смотрим на этого мужчину, то есть и взаимодействие с этой женщиной по факту десятка жезлов. Тяжело. Какая-то тяжелая ноша. Опять-таки есть ощущение того, что он о ком-то заботится, где-то, может быть, уже несет эту ношу. Взял ответственность за кого-то, за, ну, может быть, семья. Так, противоядие, письмо, айсберг. Ой, так интересно, как будто бы по этим картам не человек сам себя пытается убедить в том, что, ну, ему, то ли не судьба быть с этой женщиной, то ли ему, ну, как-то, знаете, как, если так вот это прочесть все, то, с одной стороны, одной рукой письмо какое-то протягивает для того, чтобы его получить, узнать, когда же придет это письмо, когда он получит какое-то сообщение, а второй рукой нервно комкает, типа, да, бросает это же письмо, может отрицать там заинтересованность, ну, в женщине, пытается изо всех сил, там, может быть, показать, что он там как неприступный какой-то, холодный, его это вообще все не интересует. То есть, ну, тем самым где-то показывает даже верхушку этого айсберга. На самом деле, внутри него там кипят страсти, на самом деле там куча противоречий. Даже если так неоднозначно, конечно, так можно не совсем прочесть, но как бы тяжелая ноша, это может быть увлечение, влечение, привязанность. И не буду говорить любовь, да, потому что в моем понимании, если любовь, то любовь разрушает границы и горы, препятствия. Тут как будто бы влечение может быть к этой женщине, для него она очень интересна. Так вот, тяжелая ноша, вот это даже, может быть, даже для него это считывание того, что он увлечен этой женщиной, даже такой аспект, там, даже, может быть, из головы у него не выходить. Он может там всех остальных женщин как будто бы сравнивать с ней, и явно она будет, ну, в фаворе, да, явно она будет всегда интересна. Другие могут проигрывать ей. Может, это же совсем не объективно, но для него она лучшая. Как заболел, тут как мужчина, как вот зацепило, заболел. Ну, мы же смотрим тайного поклонника вашего, да, вот это вот оно и есть, вот тайное. Тут 100% мужчина говорит, как противоядие. Я хотела бы, может, даже избавиться от этой зависимости, от этой любви. Но с другой стороны, говорю, карта письмо. С одной стороны, и хотел бы на новости, может быть, получать, а с другой стороны, может, и боится, и не хочет. Ну, слишком много вот по этой карте айсберг, опять-таки, скрытого. Может быть, даже он и сам от себя что-то пытается скрывать, и как-то так. А основное, почему ты как будто от себя пытаешься вот скрыть даже от самого себя эту какую-то, назовем это влюбленностью, да? Выбор еще есть. Смотрите, по карте по влюбленные, вот на самом деле влюбленность может быть по этой карте
Но есть еще кто-то у него, допустим, ну, постоянный, непостоянный, скажем так. Ну, кто-то еще есть у него. Так, собственно, эмоции к вам. Эмоции к вам этого господина. Ух ты, ё-моё, какие эмоции. Оппозиция, злость. О чем я говорю? От любви до ненависти один шаг. Оппозиция. Я ей что-то докажу. Вот я ее перекричу. Я вот покажу ей, как самоутверждаться. Что-то тут такое. Так, ух ты. Тут, девочки, шаг вперед, 3 назад, и тут какие-то... Я буду, вот смотрите, ею манипулировать, да, по-другому я никак. А потом тут же и молитва. Тут как будто бы, с одной сразу желание где-то заставить вас, ну, где-то, не то, что там против своей воли, но подчинить вас, как минимум прислушивались. И тут же он может по карте молитва, это с такими какими-то чистыми, светлыми, не знаю, даже мыслями о вас. Тут точно у человека какое-то, даже не то, что там зависимость от вас, тут как будто бы человек до конца не может понять, кем вы являетесь для него. Тут, с одной стороны, желает, хотелось бы ему, чтобы было все как по его, как ему удобно, и тут же он может молиться в прямом смысле за вас, для того, чтобы у вас там лучшая доля, судьба была, для того, чтобы, может быть, там вам повезло, для того, чтобы вас там обходили 10-й дорогой какие-то невзгоды. Так, разочарование. Так, мысли, это эмоции мы смотрим, да, какие он испытывает к вам, тайный поклонник. Угу. Девочки, у него вполне возможно есть еще одна женщина. Почему я это говорю? Потому что тут сочетание. Королева Пентаклей об этом подсказывает. Императрица. И мне он показывает тут к вам страсть. Он говорит, меня накрывает эта страсть. Может, он говорит, что вы достойны самого наилучшего. Вы тут можете как по характеристикам проходить. И Пентаклева это идеальная жена, супруга, императрица это мать детей. Но также это можно прочесть, девочки, как будто бы он уже несет ответственность. Тут карта разочарования, что, может быть, я не могу ей дать этого всего. Или разочарование, что это есть уже в его жизни. А эта страсть на него как обрушилась, ваша карта, карта девушки, ну, вопрошающей, да, тут страсть в вашу сторону на него обрушилась, из этого и он печалька. У него какое-то такое разочарование, что это все может быть не своевременно. Его не спросили, его любовь не спросила, а постучалась и вошла, да, или вошла без стука в его сердце, начала жить, обитать. Какая-то печаль вот это. Вот тут, смотрите, такой человечек, у которого упала мороженка, да, и растекается по полу, а остался в руках вафельный стаканчик. Тут человек объективно понимает, что страсть накрывает, а что с этим делать, он не знает. Так. Ну, тут первая карта даже как будто бы какая-то злость, желание прям кричать. Потом, может быть, даже такие странные карты на самом деле. Он может вам верить, как вам сказать, один день верит и считает вас идеальной, самой лучшей, тут для того, чтобы молиться о вашем там здравии, там, ну, как будто бы желает вам хорошего. На следующий день он может прям быть таким каким-то, тут разочарование идет. Опять, где-то, может быть, он сомневается, наигранная святость ваших, каких-то, наличие у вас каких-то добродетелей, да. Тут карта ведьма, ведающая. Тут таких карты как-то вперемешку. Покровительство высших сил, карта ведьмы, наигранная святость. Знаете, может быть, какие-то поступают по поводу вас
разрозненные какие-то сведения, информация о вас из одних источников, из других. И у него какая-то как мозаика складывается, только она у него на самом деле до конца не складывается все в голове. А я же говорю, может быть, вы для него сотканы из каких-то, ваш портрет, из каких-то противоречий, как клубок противоречий. С одной стороны, вполне возможно, он видит вас, вот эта карта, это карта покровительства высших сил, человек очень добрый, светлый, мамочка заботливая, такая вот женщина, которая для семьи, такая, просто идеальная, там, супруга, мать детей, да, и тут же ложится карта ведьма, ведающая. Вообще ничего, не говорю, что тут есть какие-то противоречия. Тут просто он считает вас, она совершенно другая. Это где-то как какая-то роковая зависимость. Это где-то, вот мне так это считывается, это где-то таинственная женщина, как непрочитанная книга. Это где-то опять наличие у женщины каких-то знаний, из такой женщины всегда интересно. Это мудрость, это взгляд на мир совсем не такой, как у остальных. Может быть, он смотрит и говорит: о, блин, такой у меня еще точно не было никогда. Я таких не встречал. И тут же может из какого-то источника о вас информацию получать. И тут как большой знак вопроса. А такая ли она тут, знаете, не буду говорить добропорядочная, да, нет, не такая она, что святая, как вот наигранная святость. А тут, видите, изображена монахиня, типа монахиня, да, какое-то существо в этой одежде монахини. А тут, если приглядеться, тут какие-то клыки, в общем, ужас ужасный. То есть где-то кто-то ему по поводу вас, может быть, вливать в ушки информацию о том, что не такая уж идеальная, вы вот так прикидываетесь за маской этой какой-то типа добродетеля, скрываете свои какие-то тут зубки, да, назовем это так. И тут же у него желание появляется вами манипулировать, заставить, вот раз она не такая какая-то, той, которой она прикидывалась, тут как будто с чистой совестью может быть, да, вас какие-то свои игры вовлечь, проманипулировать, дергать за эти ниточки для того, чтобы вы его волю выполняли, для того, чтобы все складывалось, как он хочет. И тут же, может быть, идет как раскаяние с его стороны на следующий день, да, или в тот же, карта молитвы. Я желаю ей самого лучшего. Тут карта как больше разочарования чего? Того, что то ли у него уже есть сложившиеся какие-то отношения, очень много говорит об этом, или же разочарование вплоть до того, что тут карта молитва, если вот так тоже прочесть, он не хотел бы, чтобы вы были разочарованы, он не хотел бы, чтобы он вам каким-то образом боль причинял. Вот я все говорю, тут с одной стороны злиться, с другой стороны понимаешь, что всерьез как зацепили. И в общем какое-то состояние. Я же говорю, вот эти эмоциональные качели человек сам себе устраивает. Печаль печальная. Давайте одну карту еще вытащу. Может не одну, а почти одну, да. И спрошу. Собственно, почему печален ты? Что ж тебя так расстраивает основное? Ты хитрость, чья это ты? Это он. А что его печалит, смотрите? Странное сочетание. Потому что на самом деле мужчина хотел бы как-то, может он привык. Тут карта лис хитрый. По карте павлин где-то показывать, какой он там красавчик, где-то даже подчеркивать, может, чем он обладает. Пояс там какими-то, не знаю, достижениями, регалиями, наградами, яхтами, пароходами, какой-то недвижимостью, не знаю, девочки. Будто бы этому человеку очень важно. И это где-то как его хитрость с его стороны. И по солнышку этот мужчина, скорее всего, больше вкладывает в себя. Но это неплохо, не хорошо, это так есть, как есть. Для него это замечательно. Скорее всего, он привык где-то, знаете, как будто бы
вкладывая в себя средства, время, там, уже не знаю, внимание, заботу, любовь в себя любимого по ясно солнышку, он всегда блистает, он всегда к себе приковывает эти взгляды. Этот мужчина тут павлин и солнце, ну где-то как большой ребенок, харизматичный, веселый, общительный, если ему это нужно. В любой компании его ждут, он может поддержать там светскую беседу, может там элементарно там, как это сказать, анекдот рассказать, песенку спеть. Но тут просто показано, почему печаль, потому что, судя по всему, его вот эта харизма неимоверная, тут без сарказма, тут действительно он очень харизматичный, веселый, общительный. Его где-то вот это вот даже наигранное, потому что тут карта лиса, наигранное вот это вот благополучие, потому что, ну, не бывает у всех все идеально, да, вполне возможно, у него какие-то периоды в жизни бывают не совсем удачливые. Но тут как будто бы вот этот вот образ, он вроде как на вас это все не действует. Вроде бы как, но не в той мере совсем, как бы ему хотелось. То есть его где-то вот эта хитрость, и вот это поведение такое, его желание там протранслировать всему миру, вот смотрите, у меня там есть и то, я такой замечательный и классный, это где-то как защитная реакция, это какая-то маска. Показана эта хитрость с его стороны, но вы как будто бы не ведетесь на эту хитрость. Где-то вы ему даже этим интересны, я так думаю. Не совсем легкая добыча, не совсем тут, мягко говоря, прочитанная книга. Тут непонятная. И тем самым где-то и раздражаете, и печалька, и какое-то, может быть, разочарование в том, что он не может как-то по-другому, может себя преподнести, да, как-то вот так себя показать, так, чтобы вас зацепило. Вот как-то мне так сегодня идет. Все, мои хорошие, кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч.